Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Индонезия – это магическое царство тропиков, густых лесов и огнедышащих вулканов. Этот архипелаг исчезает на горизонте, как будто затерянный в бескрайних морских просторах, маня к своим тайнам и загадкам. Каждое новое утро здесь пробуждает животный мир, готовый открывать еще одну страницу удивительной истории жизни. Работа вулканов и благодатный климат сформировали эту яркую экосистему. От высоких пальм до гигантских древовидных папоротников, каждое мгновение в Индонезии создает ощущение, что ты попал в рай. На этом фоне вулканы, хозяева Земли, возвышаются как стражи каменной эпохи, охраняя дикие леса и таинственные пляжи. Индонезия известна не только своими потрясающими пейзажами, но и богатством культурного наследия. Множество племен, говорящих на разных языках, живут в гармонии с природой. Каждый остров обладает своим уникальным стилем жизни и культурными традициями, от изящных балийских храмов до резных деревьев в деревнях Суматры. Индонезия – и это не просто уникальная природа, но и богатая культурная мозаика. Здесь вы встретите деревни, где местные жители сохраняют древние обычаи, ведя жизнь, наполненную музыкой, танцами и ремеслами, которые передаются из поколения в поколение. Это народ, который ценит свою землю и понимает важность ее сохранения. Геологическая изменчивость Индонезии величественна и одновременно пугающая. Под водами океана прячутся 4 тектонические плиты, борющиеся за свое место. Ударяясь друг о друга, они вызывают падение метеоров в виде землетрясений и извержений. Каждый вулкан – это не только угроза, но и источник жизни. Сила этих гигантов обогащает плодородие почвы, даря природу, изобилующую уникальными видами растений и животных. Историческое извержение вулкана Кракатау в 1880 году навсегда отложило след в памяти человечества. Ураганное облако пепла на высоте 30 километров покрывало небо, поглощая солнечный свет. Громкий взрыв разрушил целые острова, чудовища холода захватили жизнь. Но даже в хаосе появилась надежда. Природа постепенно восстанавливалась, показывая свою магическую силу. С тех пор Кракатау стал символом разрушения и возрождения, место, где жизнь снова начала цвести после катастрофы. Прошло много лет, и острова снова наполнились жизнью. Лейк-Тарау, вдоль которого растет мангровый лес, теперь приютил редкие виды птиц и мелких животных, которые нашли себе дом в охоте за уникальными плодовыми культурами, существующими на этаже пляжа. Над водой парят буревестники и фрегаты, охотясь на маленьких рыб, и именно здесь начинается настоящая жизнь, несущая новые элементы и восполняющую природные богатства, которые когда-то были утеряны. С каждым шагом по лесной тропе открываются новые тайны. На острове Ява находится кальдера Тентен. 16-километровый кратер, таящий в себе загадки геологии. Вокруг него активные вулканы и теплые источники, где жизнь не просто существует, она процветает. Тепло и активность Земли дарят жизнь уникальным экосистемам, в которых гигантские травы тянутся к солнцу, а мангровые деревья нахально держатся за почву на краю моря. Среди зарослей находятся большие птички с мощными ногами, которые несут свои яйца на белоснежных вулканических песках. Их следы оставляют загадки, а самцы ведут бесконечные сражения за право оставить потомство. В этой конкуренции выживания каждое существо знает свою роль. Их адаптация к окружающей среде является примером вечной борьбы природы, стремящейся уцелеть, когда вокруг бушует вулканическая активность, а где-то поблизости нежные кожи на лобковых черепахах претерпевают долгие путешествия через океан, чтобы найти теплоту своих пляжей. Каждая самка откладывает свои яйца в теплом песке, обеспечивая будущее своего вида, несмотря на угрозу хищников, таких как полосатый
варан, всегда готовый выследить награбленное. Это вечная дуэль охотника и жертвы, где каждое существо должно проявлять смекалку, чтобы выжить. Суматра – дикий и ветреный остров, где силы природы вечно бушуют. Здесь Синабунг, вечно бурлящий вулкан, изрыгает пар и ядовитые газы. На фоне этого активного вулканизма лангуры Томаса, живущие под его защитой, отличаются хитростью и ловкостью. За ними наблюдают сетчатые питоны, грибы, растущие на платформах деревьев, из которых они ловят своих жертв. Эти уникальные существа стали символами силы и адаптации в этом сложном мире. К счастью, сила семьи лангуров заключается в их способности объединяться. Когда одна из самок замечает змею, весь клан стремительно прячется в кроне деревьев, показывая, как важно быть начеку. Их прыжки, остающиеся в памяти как паучьи, не раз спасали жизни. Лангуры не просто извлекают пользу из пищи на деревьях, они создают под собой живую корону в перспективе, и вся экосистема леса дышит вместе с ними. По мере того, как они перемещаются из-за одного дерева к другому, они взаимодействуют с окружающей флорой, распыляя семена и способствуя росту новых растений. Это симбиоз их существования, где каждый играет свою роль в цикле лесной жизни. Леса Индонезии, богатые растительностью и разнообразными видами, прячут в своих недрах миллиарды существ. Крыланы, величественные ночные летучие мыши, легко передвигаются среди деревьев, доверяясь своим глазам, а не эхо. Они оставляют за собой множество семян, способствуя озеленению и регенерации, и таким образом становятся неотъемлемой частью масштабной сети жизни. Эти крыланы, порой вольные, ощупывающие пространство в поисках самих природных даров, которые они распределяют по лесу, создают экосистему, в которой жизнь бесконечно возвращается. Адаптация к условиям жизни – великое искусство, чему учит природа. Медведи Беруанга с их ловкостью и силой лазают по деревьям, поедая многократное количество насекомых, а маленькие медвежата, наблюдая за материнским примером, становятся смекалистыми сборщиками пищи, исследующими окружение с умением. На протяжении веков эти медведи помогали контролировать популяцию термитов, не позволяя угнетать леса. Их поведение служит примером того, как каждое живое существо, несмотря на свою хрупкость, играет важную роль в глобальном цикле экологии. Они учат нас ценить природу и понимать все ее сложности. Кроме того, они напоминают нам, что каждое существо, даже самое слабое, имеет свое назначение и значение в жизни окружающего мира. На Борнео грязевые вулканы свирепствуют, превращая окружающую среду в поле ада. Природа сама выбирает, какие виды выживают, а какие исчезают. Бородатые свиньи, самые находчивые по своей натуре, снова и снова находят способы адаптироваться к изменяющимся условиям, выискивая еду даже тогда, когда все вокруг выглядит безысходным. Летние дожди множественно увеличивают их потомство, растянувшееся по лесу, чтобы искать пропитание. Каждый сезон приносит новые испытания. В дождливые сезоны, когда реки выходят из берегов, часть анатомии местных животных подстраивается к водной среде. Многочисленные виды панды дают жизнь большому количеству потомства, чтобы обеспечить выживание. И даже в суровых условиях дождей их жизнь продолжается, наполняя лес новыми впечатлениями. Здесь, в сердце влажного лета, ослепительный свет искрится и искрится, как завеса, оставляя отблеск в настилах воды, чтобы природа ни на миг не забывала об этом вечном круге жизни. Эти животные становятся символом надежды и стойкости, напоминая человечеству, что даже после разрушительных явлений природы жизнь всегда найдет путь к восстановлению. Индонезия – это не просто страна вулканов, это чистая сила природы, запечатленная в бесконечном круге жизни. Каждый остров, от Явы до Суматры, оберегает свои тайны и жемчужины. Здесь жизнь не стоит на месте. Она танцует под звуки вулканов, плещется в волнах, переплетается с потоками, завораживая каждого, кто решит исследовать эту волшебную землю.
Индонезия – это место, где обитает дух природы, и где человечество воспринимает свою роль как часть этой сложной экосистемы. Люди, окружающие вулканы, учатся уважать и защищать природу, понимая, что каждый шаг на этой земле – это шаг навстречу будущему. Каждый миг в Индонезии наполняет путешественника удивлением и восхищением, оставляя в сердце отпечаток незабываемого. И, наконец, когда солнце садится на горизонте, наполняя небо феерией цветов, оно становится символом бесконечных возможностей и надежд, заключенных в каждом уголке этой волшебной страны.